Да, Юрий Львович, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Львович, вот скажите, пожалуйста, вы работали с 5 чемпионами мира, с Ботвинником, Талем, Спасским, Петросяном и Смысловым. Да. Да. С кем вам было интереснее всего? Ну, мне так сходу трудно говорить. Да. Но я думаю, что каждый из них внес значительный вклад, так сказать, в развитие шахмат. Да, так что я готовлюсь праздновать. А когда вы решили прекратить выступления активные в шахматах? И что явилось вот причиной того, что вы прекратили играть? У вас же, мягко сказать, хорошо получалось. Ну, дело в том, что мне очень много лет. Это совсем, понимаете, вообще в шахматах, ну, это возраст, потому что молодые растут, а старики стараются отбиваться от молодых. Угу. Понятно. Такая ситуация. Юрий Ильич, скажите просто, а какая ваша книга вот осталась у вас в памяти, вот как такой, ну вот наиболее приятный творческий момент? Потому что вы написали много книг, вот моя любимая, например, «Шахматы на сцене и за кулисами», ваша автобиографическая книга. У меня последняя работа, самая значительная, которая называется «В поисках истины». Угу. Юрий Ильич, а как вам пришла вот в голову идея делать телевизионную программу о шахматах? Вы же много лет этим занимались. Мы вот сейчас... конечно, всю жизнь. Всю жизнь, да? А нравилось вам на телевидении работать, да? Ну, я вообще, если я кем-то занимался, я старался найти что-то для меня интересное, что касается истории шахмат, просто жизни в стране. Тут есть чем все время, как бы, забивать себе голову. Угу. Ну вам всегда были интересны шахматы, да? И играть, и анализировать, и писать о них, и программы делать телевизионные, и книги писать. Да, совершенно верно. То есть оказалось, что этот мир абсолютно безграничный, да? А мир шахмат. Нет, конечно, это не так просто, потому что в шахматах очень большая конкуренция, очень большая. Я думаю, что не во всех видах спорта есть такая конкуренция, как в шахматах. Угу. Причем значительное превосходство в том смысле, что, скажем, во всех спортивных изданиях, я думаю, 30 лет это максимум, понимаете? Угу, да. А в шахматах может быть и 70, и 80, и 90. Так что пока держусь. Я вот последнюю мою книгу назвал «В поисках истины». Я считаю, что это, так сказать, как-то подводит итоги моей жизни. Что вас восхищало в шахматистах, с которыми вы работали, вот чемпионах мира, о которых я упоминал? Таль, Спасский, Смыслов. Каждому даю оценку. А вот... Конкуренция очень жесткая, назовем так. Потому что полжизни обычно отдают шахматисты. Угу. И каждый вносит что-то в историю шахмат в России. Вот что важно. Это все мы строим общий дом, так сказать. Угу. Юрий Ильич, а вот вы, по сути, видели всю современную шахматную историю. Вы еще Ласкера видели в 36-м году, если я не ошибаюсь. А кто вот из шахматистов, из чемпионов мира, ну кого вы считаете все-таки вот номером один за тот век, что вы живете? Ну, я считаю, начнем с самого раннего, что Алехин был, конечно, выдающийся шахматист. Так что тут вот он, как бы, первый вступил по существу на этот повод. Угу. Да. Так что каждый вносит что-то свое. Вот так я и назвал их «В поисках истины», что это не только я про себя, я там даю, так сказать, оценку всем, с кем я играл. Вот в чем идея. Юрий Ильич, а какую истину мы ищем? Что мы ищем в шахматах?
силу фигуры, там много интересного. И физические проблемы существуют, понимаете. Много проблем. Ну, я бы сказал так, что каждый из чемпионов внес что-то свое в это дело. И Смыслов, скажем, который недолго был чемпионом, тем не менее, свое он внес. У него тоже есть своя дорога в поисках истины. Так что все про Таль больше, там кто-то еще. В общем, каждому то, что, как говорят, почему и называется в поисках истины. Что я считаю, что каждый что-то внес. Вот это очень важный момент. Мне кажется, что именно это один из основная проблема, которая двигает шахматы. Это поиск истины, да? Да, поиск истины, совершенно верно. А истина это что? Это как бы понять суть шахмат, да? Ну, оценки бывают позиции, на которой, так сказать, много вносит. Каждый вносит свою, кто-то мало, кто-то больше, кто-то мало, кто-то больше. Но среди сильных шахматистов, несомненно, вот эта линия, каждый бой вносит больше. Это, мне кажется, основная линия поведения любого сильного шахматиста. Внести что-то в историю. Ему не обязательно, чтобы он об этом думал. Его соперники должны назвать, что он внес в современные шахматы. Понятно. И шахматы безграничны, да, Давид Львович? Они еще 100 лет будут развиваться. Ну, кто знает, вот поэтому я и назвал в поисках истины. Я, так сказать, оставляю место для любого шахматиста, который хочет что-то оставить от себя и, так сказать, уже для всех других, чтобы пользовались его советами. Юрий Львович, я вас не буду больше мучить. Спасибо вам огромное. Еще раз поздравляю вас с наступающим днем рождения. Как говорит в моей еврейской семье, до 120 лет вам. Будьте здоровы, счастливы, всего вам самого доброго. Спасибо за звонок. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо, Юрий Львович. Да, до свидания.